Ее не признавали именитые дома моды, ее критиковали за слишком пышные формы, ее называли заложницей коммерции. Но несмотря на это все, она доказала всем, что супермодель не обязана быть на подиуме у всех дизайнеров, чтобы получить этот статус. И она неповторимая Хайди Клум. Привет, я Надин, и сегодня мы вам расскажем историю этой потрясающей женщины. Особую благодарность за помощь в создании видео хотим выразить сообществам, посвященным Хайди и ангелам Victoria's Secret. А сейчас устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в городке Бергеш-Гладбах, Западная Германия, в семье Эрны Бергер и Гюнтера Клума. Росла Хайди в обычной семье среднего класса. Ее мама была парикмахером, а отец работал в косметической компании. Как поделилась модель, я не росла в бедности, но и вокруг меня не было роскоши. С самого детства малышка Хайди была очень творческой личностью, мечтала и петь, и танцевать, и заниматься дизайном. Но вот о карьере модели не думала совсем. В школе меня часто называли красивой девочкой. Конечно, я, как и многие, подвергалась буллингу за прыщи, но я не давала себя в обиду. Один раз мы с подругой поймали этого шутника в парке, повалили на землю, и я, не думая, извозила его лицо в собачьей какашке. Больше он ко мне не подходил. А моей главной мечтой было то, что я хотела стать танцовщицей, а не моделью. Пока не поняла, что недостаточно хороша, чтобы сделать из этого нормальную карьеру. Я не могла делать все эти махи ногами, не могла сесть на шпагат, в общем, была далека от идеальной танцовщицы. О карьере модели не думала совсем. После школы собиралась поступить на факультет дизайна. Поделилась клуб. Но в 92-м Хайди и ее подруга Карин нашли в журнале объявление о модельном конкурсе. Клум не хотела заполнять его, считая все это глупостями, но после уговоров подруги согласилась. И они, забавы ради, отправили заполненный купон и несколько своих фотографий. Я тогда подумала, ладно, заполню, отправлю, посмотрим, что будет. Каждую неделю я следила за шоу, где зрители голосовали за победителя, и смеялась над тем, насколько глупо все это выглядело, рассказала Хайди. Но внезапно все перевернулось, когда шоу перезвонило ей. В конечном итоге Клум выиграла конкурс, обойдя 30 тысяч участниц. Для шоу «Модель 92», где ведущим выступил Томас Готшальк, было отобрано 45 моделей, и которое продлилось 6 месяцев. Еженедельно путем голосования зрители выбирали фаворита, которым в финале стала Хайди. Я и представить не могла, что на самом деле выиграю. Я никогда не считала это полноценной работой. Но Германия проголосовала за меня. Это был полнейший шок и для меня, и для моих родителей. Первые несколько раз, когда я ходила на шоу, они даже не шли вместе со мной. Там было так много красивых девочек. Но именно так и был дан старт моей карьере. Я поехала покорять Париж, Милан и Лондон, добавила модель. Таким довольно милым моментом стало финальное дефиле, где Клум прошла по подиуму под трек Сила «Crazy», а спустя 13 лет она стала его женой. Ну а главным призом шоу стал модельный контракт на $300 тысяч. Загвоздка была в том, что Хайди нужно было все это вернуть. Сначала она попыталась добиться успеха в Европе, но все прошло безуспешно. Я бросила свою учебу на дизайнера и серьезно решила продолжить карьеру модели. Это был большой риск, но в то же время, возможно, это была работа моей мечты. Но я оставалась в здравом уме, поэтому в первую очередь позаботилась о себе, чтобы твердо стоять на ногах. Я получила 3 вещи – адвоката, международную страховку и телефон, чтобы всегда быть на связи с моими родителями. Я начала с Гамбурга, затем был Париж и Милан, где никто не хотел меня видеть. Я была слишком полной для них. Меня даже называли слишком толстой. Я пробовала выйти на подиум именитых дизайнеров, но я просто не могла влезть в их наряды. Это было время героинового шика, я туда не вписывалась. Я всегда счастлива, я не могу не улыбаться. А сейчас у меня такое забавное ощущение, что все люди того времени больше не работают в индустрии, включая многих моделей, с которыми я работала. А я все еще здесь. В конце концов, я рада, что все сложилось так, как сложилось, поделилась Хайди. Сделав первые шаги в Европе, Клум поняла, что нужно срочно двигаться дальше. И в 93-м Хайди села в самолет и полетела искать свою удачу в Майами, где, как поделилась сама модель, был океан таких же девушек, как она.
Но столь долгий перелет также стал для нее испытанием. Хайди безумно боится летать, и свое спасение она нашла в необычном обереге. Я ненавижу летать, начинаю так нервничать, что не замечаю, как сильно грызу ногти. И сейчас все посчитают меня странной или глупой, но я нашла свой оберег. Я везде с собой вожу мешочек со своими зубами. Не все они, конечно, выглядят идеально, потому что в детстве я любила конфеты и не любила чистить зубы, но я все равно их храню. Поделилась модель. Надолго в Майами девушка не задержалась и в октябре переехала в Нью-Йорк, где у нее наконец начало все понемногу получаться. В Нью-Йорке я жила в квартире с другими девочками. Там было нереально холодно, крыша протекала, у нас повсюду стояли ведра. Ты приходил домой, открывал дверь, а по всей комнате в рассыпную разбегались тараканы. Я помню, как бегала по Нью-Йорку, ходила во все эти студии, показывала свое портфолио фотографам, пробивалась на любые кастинги. В течение многих месяцев я слышала лишь отказы. Приходила в эту квартиру и плакала ночами. Но я не хотела возвращаться домой неудачницей, рассказала Хайди. Наконец-то она получила свою первую работу. Это не были громкие имена или именитые журналы. В основном Клум снималась для обычных каталогов одежды, таких как JCPenney. Но фотографы разглядели в ней искру и посоветовали, что пора пробиваться в Victoria's Secret. Они сказали мне, что у меня потрясающая фигура и что мне пора начать сниматься в Victoria's Secret. Я хотела выбраться из этих трущоб, в которых жила, но мой агент не делал свою работу. Я давила на него, настаивала, что мне нужно попасть в Victoria's Secret. Я достала его, и мне, наконец, оттуда перезвонили. Поделилась Хайди. В 97-м Victoria's Secret подписали с ней контракт, который затем принес ей статус одного из главных ангелов бренда. Но в центре внимания Хайди оказалась не сразу. Я была игроком на скамейке запасных, у меня еще не было имени. Я не могла поверить, что пройду по подиуму вместе с Наоми Кэмпбелл. Но затем вышел каталог с моим фото, а на шоу меня представили как нового ангела. И моя жизнь перевернулась, рассказала модель. Ей доверял весь мир, она просто смотрела в камеру, и отношения с клиентами уже были установлены. Женщины любили ее. Она была красивой, с потрясающей фигурой, но не отталкивающей, добавил Эд Разик, креативный директор Victoria's Secret. Но изменения случились не только в карьере. Также в 97-м Хайди вышла замуж за стилиста Рика Пипино, с которым познакомилась на одной из фотосессий. Год спустя случилось еще одно главное событие в ее карьере, после которого она доказала всем, что нет ничего плохого в модели с формами. В 98-м Клум появилась на обложке Sports Illustrated, после которой предложения о работе посыпались на нее со всех сторон. Но вместе с ними посыпалась и критика, где, конечно же, многие оказались не в восторге от ее слишком женственной фигуры. Когда ты обычная девушка из маленького городка, никто на тебя особо не обращает внимания, а потом ты выходишь на подиум в нижнем белье и попадаешь на обложку Sports Illustrated. В ресторанах и на улице все начинают оборачиваться и тыкать в тебя пальцем, говоря: «Вживую она не такая красивая, как на фотографиях». И это начало вселять в меня неуверенность. Меня постоянно осуждали. Я была слишком пышная, слишком женственная, мне нужно стать стройнее. Я слишком веселая, нужно быть серьезнее. Мне постоянно говорили: может быть, тебе пропустить обед или начать принимать таблетки для похудения. Но я не собиралась прогибаться под них. Я всегда придерживалась своего мнения и думала, что либо они принимают меня такой, какая я есть, либо эта работа мне не подходит, заявила Хайди. После первого шоу Victoria's Secret и обложки Sports Illustrated в прессе Клум получила звание «Тело», свергнув с трона Эль Макферсон, которая долгое время считалась моделью с самой красивой фигурой. В 99-м Хайди дебютировала в качестве актрисы, исполнив роль самой себя в сериале «Спин Сити». Также Клум появилась в «Сексе в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Малкольм в центре внимания», CSI «Место преступления Майами», в фильмах «Образцовый самец», «Студия 54», «Дьявол носит Прада», «Идеальный незнакомец» и многих других. Но даже в самый разгар своей модельной карьеры Хайди осознавала, что модели подобны спортсменам, и у них есть срок годности. Поэтому она с ранних лет начала задумываться о том, что будет ее кормить дальше. Я не была опьянена всем этим блеском и роскошью. У меня с самого начала была голова на плечах. Я не ходила на тусовки, ложилась спать пораньше. Для меня это была работа. Я сама платила налоги, собирала все эти квитанции, имела дело с хозяйственной частью. Мне нравилось работать моделью, но стоя перед камерой по 14 часов в день, головой работаешь мало.
Поэтому многие девочки затем просто пропадают с экрана, поделилась модель. Близкие Клум рассказывали, что она очень расчетливо подходит к каждому делу. Делая первый шаг, она уже просчитывает, готова ли к остальным. Свое первое дело модель начала в 20 лет, разработав вместе с отцом духи, которые продавались в Германии. И с этого момента ей удалось заключить еще множество успешных сделок. Также в 99-м Victoria's Secret впервые отметили своего нового ангела. Хайди представила Fantasy Bra. Millennium Fantasy Bra стоимостью $10 миллионов. Бра состояла из бриллиантов, сапфиров и платины, а на его создание ушло более 300 часов. В октябре 2000-го Клум получила свою первую обложку Vogue, фото для которой снималось на нестандартный старый фотоаппарат, который мог сделать всего 2 снимка. Поэтому это была работа, сделанная с расчетами строго до миллиметра. Я должна была стоять в одной позе и не шевелиться, что для меня очень сложно, потому что я привыкла все время двигаться перед камерой. И вот команда раз, два, три, и моя потрясающая обложка готова. Это была одна из самых крутых фотосессий, поделилась Хайди. Также модель рассказала, что ее агентство смеялось над ней, когда она упоминала о Vogue. Они постоянно мне говорили, что я подхожу только для коммерции. Какой Vogue? Ты шутишь? И тут я попадаю на обложку французского Vogue, которую не так просто получить, мою первую обложку. И тут уже смеяться над ними начала я, потому что назло всем добилась своей цели. И я не вижу ничего плохого в коммерции. Мне уже 50, а я до сих пор здесь, до сих пор работаю. И еще одним ярким событием 2000-го стала первая вечеринка Хайди по случаю Хэллоуина, которая вот уже больше 20 лет является одним из самых ожидаемых событий года. А если быть точнее, образы, которыми модель поражает всех. Идея яркой вечеринки пришла в голову Клум после того, как она не нашла ничего интересного для себя в типичных вечеринках Нью-Йорка и решила взять инициативу в свои руки. По приезду в Нью-Йорк я удивилась, что там не было действительно классных вечеринок в честь Хэллоуина. Я решила взять инициативу в свои руки и очень высоко поднять планку. Это ночь веселья, когда люди выходят из своей зоны комфорта и делают себе такие прически и макияж, какие сами хотят. Я всегда говорю, страшнее значит лучше, поделилась Хайди. Поначалу модель создавала образы самостоятельно, но с каждым годом ее вечеринка становилась все более узнаваемой, а ее образы все сложнее и безумнее. В своих интервью Хайди рассказала, что начинает придумывать новый образ уже на следующий день после прошедшего мероприятия. Просыпаясь утром 1 ноября, я уже начинаю думать, что сделаю в следующем году. Я всегда стараюсь найти то, что люди, естественно, не стали бы делать. Большинство ограничиваются медсестрами и полицейскими. Я же хочу что-то невероятное, поделилась Хайди. В 2006-м модель, даже будучи на 9-м месяце беременности, не стала отказываться от своей традиции и нашла выход, надев костюм того самого яблока, которое вкусила Ева. Ну а побыть Евой любезно согласился Сил. За 23 года вечеринок Хайди была и богиней Кали, и Клеопатрой, и Джессикой Рэббит, показала себя в старости, появилась со своими клонами, была оборотнем из триллера Майкла Джексона и принцессой Фионой, но самым необычным стал костюм червяка. Когда мы начали надевать этот костюм, я больше 3 часов ничего не ела и не пила, потому что я бы могла сделать, если захочу в туалет? Меня невозможно было вытащить оттуда. Я даже не могла повернуть свою голову, только двигать глазами. И двигаться могла лишь из стороны в сторону. У меня началась клаустрофобия. Я была вся мокрая, когда меня вытащили из этого костюма. Я словно вылезла из колодца, и за мной тянулся шлейф пота. Я реально почувствовала себя настоящим червяком. Я сказала Тому, что на красной дорожке хочу упасть и дать интервью лежа. Но я подумала о том, что я могу упасть лицом вниз, поэтому попросила его, чтобы он не дал мне задохнуться, если это случится. Сама я никак бы не смогла подняться. Ни локтей, ни коленей, ни ног. Мне нечем было оттолкнуться. Поэтому я просто наслаждалась тем, что на данный момент я червяк, рассказала Хайди. С большим нетерпением ждем, какой образ модель представит в этом году. В 2001-м Клум дебютировала в кино с хоть и небольшой, но немного более серьезной ролью. На экраны вышла комедия «Английский цирюльник», где компанию Хайди составили Джош Хартнетт, Алан Рикман, Билл Найи и другие. Большого признания фильм не нашел. Многие назвали его слишком шаблонным. Также в 2001-м Хайди разработала собственную линию купальников, а Victoria's Secret вновь выбрали ее представить Fantasy Bra.
Heavenly Star Fantasy Bra стоимостью $12,5 миллионов был создан из 1200 сапфиров, а по центру его украшал бриллиант в 90 карат. Бра стала первым, которое бренд продемонстрировал на подиуме, после чего это стала ежегодная традиция шоу. И модель появилась в нескольких музыкальных клипах. У группы Jamiroquai в клипе на сингл Love Philosophy и у Kellys на трек Young, Fresh and New. В 2002-м Клум была удостоена чести получить собственную линию марок, которые выпустила Гренада. Но главным, не самым приятным событием в жизни модели стал развод с Риком Пипино. Но спустя всего 4 дня после объявления о разводе Хайди была замечена с солистом Red Hot Chili Peppers Энтони Кидисом. Но это было кратковременное увлечение. В 2003-м модель начала встречаться с менеджером Формулы-1 миллионером Флавио Бриатори, который был на 23 года старше Хайди. И славился своим поведением плейбоя и любовью к супермоделям, среди которых была Наоми Кэмпбелл. Спустя около 9 месяцев после начала отношений Хайди забеременела. После объявления одновременно с этим таблоиды опубликовали фривольные фотографии Бриаторе с Фионой Сваровски, наследницей ювелирной империи. Клум не стала терпеть к себе такого отношения, и пара рассталась. И это стало началом уникального романа. Хайди познакомилась с Силом, который в итоге и стал отцом для малышки Лени. Певец рассказал, что после их первого свидания Хайди рассказала ему, что беременна. «Помню, я засмеялся и сказал: «Уже? Это потрясающе!» И она добавила: «Не от тебя». Была пауза примерно в 10 секунд, и я сказал: «Это не меняет моего отношения к тебе, потому что тот факт, что ты здесь, говорит мне, что ты много думаешь обо мне». В мае 2004-го на свет появилась дочь Лени. Впервые в жизни я знал, каким будет мое будущее. У меня появилась готовая семья, любимая женщина и прекрасная дочь. Я бы жизнь отдал за любого из своих детей, но с дочерьми особые отношения. А еще потому, что она была первой. Когда она появилась, все изменилось. Я стал более ответственным. Если вы спросите меня, что я собираюсь делать в это время в следующем году, я смогу вам ответить, добавил Сил. Хайди и Флавио остались в хороших дружеских отношениях, несмотря на то, что модель годами позже рассказывала, что Бриаторе абсолютно не участвовал в жизни дочери. Сам же бизнесмен заявил, что тяжело поддерживать отношения с теми, кто за 1000 километров от тебя. Лени родилась, когда мы с Хайди уже расстались. Она жила в Лос-Анджелесе, а я был в Лондоне. Расстояние между нами было слишком велико. Я разговаривал с дочерью часами, но этого было недостаточно. Трудно скучать по ребенку, которого никогда не видишь. Но я знаю, что Лени не брошенный ребенок. Мы втроем сошлись на том, что было бы разумнее, если бы Сил ее удочерил, потому что ребенок должен расти в семье, добавил Флавио. В декабре 2009-го Сил официально удочерил Лени, и Хайди с уверенностью начала говорить, что он стал настоящим отцом для ее дочери. Клум не стала запрещать Лене общаться с Флавио, и иногда в прессе появляются их совместные фото, на которых они проводят время все вместе. 2003 стал особенным для Хайди и на шоу Victoria's Secret. Ангел получила 3-е фэнтези-бра и представила самые большие крылья. Very Sexy Fantasy Bra стоимостью $11 миллионов было создано из 6000 драгоценных камней и 70-каратного бриллианта по центру. Представляя бра на шоу Джея Лено, Хайди попала в казусную ситуацию. После того, как ее попросили исполнить песню в стиле йодель, Ангел с ужасом посмотрела в камеру и заявила, что в бра что-то сломалось. Позже Клум поделилась, что очень сильно испугалась, потому что ей нужно было показать бра еще раз, а она не могла это сделать. И подумала, что теперь ей очень сильно достанется от руководства Victoria's Secret. Но, к счастью, поломка оказалась незначительной, и ее быстро смогли устранить. Что касается крыльев, Хайди добилась своего. Крылья, в которых Ангел закрыла шоу, составили больше 3 метров в длину. Хайди всегда хотела самые большие крылья, и мы их ей дали, поделился дизайнер крыльев Мартин Эскуредо. Все девочки хотели примерить крылья, но не все решались надеть такие большие. И когда теперь говорят: «О, они заставляли нас носить эти крылья», а я расстраивалась, когда мне приходилось выходить с маленькими, потому что хотела большие. Я начала просить всех сделать что-то больше и шикарнее, и в итоге они их сделали, поделилась Хайди. В 2022-м режиссер документального сериала «Ангелы и демоны» Мэтт Тернауэр рассказал, что включил момент с Хайди в сериал для того, чтобы показать, насколько скверными стали отношения среди моделей на пике популярности бренда.
и оглядываясь назад, насколько глупой на самом деле была компания с ангелами. Крылья были глупой идеей, и то, что они сработали, это то, что меня по-настоящему удивило. А еще то, что эта идея сработала в долгосрочной перспективе. Также идея сработала внутри компании, потому что вы видели, как модели соревновались за то, чтобы носить самые большие крылья. И это мотивировало их в работе, заявил Тернауэр. Хайди, в свою очередь, ценит каждое перышко, которое ей довелось представить на подиуме. Потому что это был момент. Это шоу смотрели все. Я не хотела выходить с маленькими куриными крылышками. Я любила надевать крылья. Я гордилась ими, заявила модель. Ну и еще одним главным событием шоу стало то, что Хайди вышла на подиум на 4-м месяце беременности. Так что Лени покорила модную индустрию еще до своего рождения. В декабре 2004-го Seal сделал предложение руки и сердца, и пара официально объявила о помолвке. Певец тщательно продумал всю церемонию. Он нанял вертолет, который доставил их на ледник на высоту более 4000 метров, где Хайди ждала тропа из лепестков роз и специально построенная иглу. Он провел 2 дня, строя эту сказочную страну чудес, которая была самой удивительной и безумной вещью, которую я когда-либо видела. Он спел, встал на одно колено и сделал предложение, рассказала модель. Впервые Клум и Seal встретились в вестибюле нью-йоркского отеля. Супермодель сидела с общим другом, когда певец вошел в облегающих шортах. Он пришел сразу из спортзала, и я была ошеломлена им и смогла оценить сразу весь пакет. Эти шорты не оставили места для воображения, рассказала Хайди. Seal же поделился, что почувствовал, что не видел никого более красивого. Ее улыбка была настолько доброй, что я не смог устоять. Она очень прямолинейно говорит то, что думает, и ей хочется доверять. Я общался с другом 16 лет, и через 20 минут после встречи с Хайди он рассказал ей о себе такие вещи, о которых я никогда не знал. Поделился Seal. Также в 2004-м состоялась премьера культового шоу «Проект Подиум», где Клум выступила в роли продюсера и ведущей, и которая стала настоящим хитом. А во время фотосессии для Sports Illustrated, которая проходила в Индонезии, Хайди нужно было сделать несколько снимков с настоящим питоном, который был длиной около 5 метров. Модель поделилась, что пока она позировала, змея подбиралась все ближе и ближе, что ей начало казаться, что в любой момент она может стать хорошим ужином. И назвала эту съемку самой страшной фотосессией в своей жизни. И еще в этом же году Хайди успела застраховать свои знаменитые ножки. Но ее правая нога, которая застрахована на $1 200 000, оказалась дороже левой, которая застрахована всего лишь на $1 миллион. Страховку оформляла не я, а моя компания, с которой я тогда работала. Когда я была в Лондоне, мне пришлось сходить в клинику, где оценивают ваши части тела. Они осмотрели их и увидели шрам. Когда я была маленькой, я упала на стекло, так что левая нога теперь стоит дешевле, чем правая, рассказала Клум. Ну и Хайди попробовала себя в роли писательницы, выпустив книгу «Clum's Body of Knowledge – 8 Rules of Model Behavior». А также вновь попробовала свои силы в кино, снявшись в фильмах «Заколдованная Элла» и «Жизнь и смерть» Питера Селлерса. В мае 2005-го Seal и Хайди официально связали себя узами брака на скромной церемонии на пляже в Мексике. А в сентябре на свет появился сын Генри, и менее чем через 2 месяца после родов в ноябре ангел уже блистала на подиуме шоу Victoria's Secret, вновь представив роскошные крылья. В январе 2006-го состоялась премьера первого эпизода Germany's Next Top Model, где Клум выступила в роли ведущей, судьи и сопродюсера. Шоу, так же как и американский аналог, где ведущей являлась подруга и коллега Хайди Тайра Бэнкс, нашло признание у публики, но также и подверглось критике. В 2009-м немецкая модель Джулия Стегнер сказала, что шоу имеет мало общего с реальным миром моды. В 2012-м бывший судья Рольф Шнайдер раскритиковал программу, заявив, что в шоу никогда не появлялись новые Надя Ауэрман или Клаудия Шифер, и что девушек, которым не хватает модельного таланта, выбирали только для рейтингов. В мае 2013-го во время прямого эфира финала 8-го сезона Клум подверглась нападению 2 обнаженных активисток Femen. В мае 2015-го психиатр Манфред Люц сказал, что согласно исследованию, шоу продвигает анорексию.
В декабре 2020-го Натали Волк, участница 9-го сезона, заявила, что скорее выпрыгнет из окна, чем когда-либо снова будет работать с Хайди Клум. В апреле 2022-го Хендрик Буш из онлайн-журнала Movie Pilot назвал шоу манипулятивным психотеррором. А в феврале 2023-го, в начале 18-го сезона, Хайди надоело молчать, и она произнесла 10-минутную речь, в которой опровергла все обвинения против нее и шоу. В ноябре 2006-го модель в 3-й раз стала мамой. На свет появился еще один сын Йохан. А также модель стала объектом для обсуждений после того, как она появилась в эфире во время чемпионата мира по футболу. 90% мужчин из 150 стран признались, что были бы не против переспать с ней. На что Хайди ответила, что их желание беспочвенно. «Я всегда делала сексуальные фото и зарабатывала этим на жизнь. Ты становишься чем-то вроде объекта, но это именно то, из чего состоит работа модели. Если они хотят, чтобы ты улыбнулась, ты улыбаешься. Если они хотят, чтобы ты рекламировала еду, то ты должна вгрызться в нее так, словно это самое вкусное, что ты когда-либо пробовала. Вся суть Sports Illustrated – сексуальные девушки на пляже. Я никогда не была против этого, ведь главное – это то, что я знаю настоящую себя, когда мне не нужно изображать сексуальность». И также Хайди попробовала себя в роли певицы, записав трек «Wonderland» специально для немецкого ритейлера Douglas. Вырученные средства были переданы в детский благотворительный фонд в ее родном городе. В марте 2007-го Клум стала официальным лицом Taft. Также среди других крупных компаний модели можно отметить Макдональдс, Danone, Volkswagen, H&M и многие другие. А на ежегодном шоу Victoria's Secret Хайди не только выступила в роли ведущей, представила очередные необычные крылья, но и снова попробовала себя в качестве певицы, выступив вместе с Силом. В 2008-м журнал Forbes назвал Хайди самой высокооплачиваемой моделью. За год она заработала $16 миллионов. А 2009 вновь стал богатым на события в жизни Клум. В марте 2009-го модель появилась на обложке немецкого GQ полностью обнаженной. После чего на нее внезапно решил напасть дизайнер Вольфганг Йоб, назвав Хайди не подиумной моделью из-за ее фигуры и слишком большого бюста. Йопа поддержал Карл Лагерфельд, заявив, что ни он, ни супермодель Клаудия Шифер понятия не имели, кто такая Хайди Клум, потому что она никогда не участвовала в парижских показах и была более показушной, чем нынешняя мода. Также среди тех, кто отказал Хайди, был судья проекта «Подиум» Майкл Корс, который, как поделилась Клум, увидел ее в своем платье и сказал «спасибо, но нет». А в честь своего 50-летия Барби пригласили Клум стать официальным представителем. Создатели повторили ее наряд, в котором она была на выступлении с Силом на шоу Victoria's Secret в 2007-м. Мне нужно было выбрать, какой именно наряд будет на кукле. Хоть я и хотела быть принцессой в пышном платье, украшенном перьями и блестками, в хрустальных пуантах, знаете, такой, о которых мечтают маленькие девочки, но в итоге отказалась. Вы можете продать мечту, вы можете продать стиль жизни, который есть у женщины, но вы не можете полностью перекроить ее. Я расстраиваюсь, когда мои фото слишком сильно ретушируют. Да, вы можете помочь мне здесь и вот здесь, но не нужно перебарщивать. Один из моих зубов длиннее другого, и это отчетливо видно в рекламе. И знаете, мне это нравится. Не нужно отказываться от своей естественности. Мы такие, какие есть, заявила Хайди. Ну а в октябре модель в 4-й раз стала мамой. У пары родилась дочь Лу. Годы спустя Хайди поделилась, что считает свою беременность сумасшедшим опытом. Я делала это 4 раза, практически все 4 раза подряд без перерыва. Я кормила грудью по 8 месяцев, а потом снова была в положении. Это было настоящее безумие. Также добавив, что несмотря на это, даже в свои 50, если будет такой шанс, она вновь готова стать мамой еще раз. И Хайди спустя всего месяц после родов в последний раз вышла на подиум Victoria's Secret. В октябре 2010-го Клум рассталась с брендом после 13 лет работы. В своем официальном заявлении она дала скромное объяснение, заявив: «Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я всегда буду любить Викторию и никогда не раскрою ее секрет. Это было потрясающее время для меня». В сентябре 2010-го Хайди появилась в трогательном видео Сила «Secret».
а в 2012 пара шокировала своих поклонников. После 7 лет брака Хайди Клум и Сил подали на развод. Многие были в недоумении, ведь казалось, что нет идеальнее пары, чем Хайди и Сил. Но, как и в любых отношениях, никто не знает, что происходит внутри. Мы прожили 7 лет брака, которые были наполнены любовью, счастьем и верностью. Но после долгих поисков единства мы решили расстаться. На протяжении всех наших отношений мы испытывали глубочайшее уважение друг к другу и продолжаем очень сильно любить друг друга. Но мы отдалились друг от друга. Дружба и защита благополучия наших детей остается нашим главным приоритетом, особенно в этот период. Мы благодарим нашу семью, друзей и поклонников за добрые слова поддержки и просим уважать нашу конфиденциальность. Было сказано в официальном заявлении. Далее и Хайди, и Сил каждый со своей стороны поделились небольшими подробностями, что же случилось на самом деле. Очевидно, что все изменилось. Сил никогда не был типичным отцом, который утром уходил на работу со своим портфелем, а вечером возвращался домой к ужину. Он много путешествовал. Дети знали, что это часть его работы. Я часто была и мамой, и папой одновременно. Поделилась Хайди. Также стало известно, что у Сила были проблемы с гневом, что стало еще одной причиной их раскола. Хайди беспокоила его вспыльчивость, которая временами пугала, и она беспокоилась о том, как это скажется на их детях. Вы должны быть командой, а если вы не команда, то все может развалиться. Я и Хайди редко могли сделать по-настоящему командную работу, добавил Сил. Также Хайди попросила всех в это время не верить прессе и неофициальным источникам, которые начали распускать слухи о том, какая она плохая мать. Я не против, когда люди размышляют о моей работе, но не о моей семье. Некоторые написали, что я оставила детей дома и уехала жить в гостиницу. Я бы никогда не оставила своих детей, заявила модель. Надолго в одиночестве Хайди не осталась. В августе 2012-го ее уже заметили с новым молодым человеком, которым стал ее телохранитель Мартин Кристен. Что за дело, Сила? Я думаю, что Хайди стоило проявить немного терпения, по крайней мере подождать, пока мы официально не разойдемся, прежде чем снова начать прелюбодействовать на публике, заявил певец. Естественно, все заподозрили, что модель изменила ему, но представители Сила опровергли эти слухи. Их расставание было основано на проблемах между ними двумя. Сил решил уйти, и Хайди тоже. Официально их развод был оформлен в 2014-м. Несмотря на непростые отношения между друг другом, ради детей пара смогла сохранить ноты дружбы. В 2013-м Хайди вместе со своим соведущим Тимом Ганном получила премию Эмми как лучший ведущий реалити-шоу. Я до сих пор не могу поверить, что назвали наши имена. Церемония была очень длинной, так что мы с Тимом решили сходить выпить по бокалу шампанского через дорогу. Когда вернулись назад, были слегка под шофе. И тут назвали наши имена. Наступила полная тишина, а я не понимала, что мне надо делать. Пошла за Тимом на сцену и начала повторять каждое его слово, как эхо. Но я безумно горжусь этой наградой и нашей работой, поделилась Клум. А также модель стала одной из судей шоу America's Got Talent, где заменила Шерон Осборн. В 2014-м не успела Хайди официально получить развод, как рассталась с Кристеном. Но вновь долго в одиночестве она не пробыла. И менее чем через 2 месяца после расставания она начала встречаться с Вито Шнабелем, бывшим возлюбленным Деми Мур. Пара вместе появилась на вечеринке по случаю премии «Оскар» и официально заявила о своих отношениях. В 2015-м Хайди совместно с Бендон запустила коллекцию нижнего белья Heidi Klum Intimates. За прошедшие 20 лет я увидела много нижнего белья, вероятно, больше, чем кто-либо еще. Большинство женщин надевают бюстгальтер утром и снимают его ночью. Мне же иногда приходится за день сменить 10 или 15 бюстгальтеров. Я очень многому научилась за те годы, что проработала бельевой моделью, так что нельзя сказать, что я ничего не смыслю в товарах подобного рода. Я же не атлет, который внезапно решил начать работу в бельевой индустрии, заявила Клум. И здесь же мы просто не можем не отметить другие начинания модели, которые также были очень успешны. Свою предпринимательскую деятельность Хайди начала еще в 2000-х. Она разработала коллекцию купальников для Sports Illustrated, была одним из дизайнеров линии нижнего белья Victoria's Secret The Body. Ее коллекция украшений, разработанная совместно с Муават, была распродана за 36 минут после появления рекламы на телевидении.
Она несколько раз запускала свою линию одежды, у нее есть несколько парфюмов, а также специальный сорт розы, который назван в ее честь и продается в Германии. В сентябре 2017-го Хайди вновь осталась одна. Было объявлено, что она и Вито Шнабель расстались. Причиной было озвучено, что они не смогли проводить достаточно времени вместе из-за большого расстояния. Но в июне Шнабель был замечен в Лондоне целующийся с другой женщиной, что он назвал невинной ситуацией. Сделанные заявления являются неправильным толкованием совершенно невинной ситуации. «Я просто пожелал спокойной ночи другу семьи, и мы разошлись», — заявил Вито. Хайди никак не стала комментировать это, а в марте 2018-го модель закрутила роман с гитаристом группы Tokyo Hotel Томом Каулицем, отношения которые по сей день не дают покоя всем остальным. Впервые пару заметили в марте на съемках America's Got Talent, а в мае они официально подтвердили свой роман, выйдя вместе на красную дорожку в Каннах. В декабре Том сделал предложение Хайди, подарив ей уникальное кольцо. Как рассказал друг модели, Каулиц полностью придумал его сам. Том нарисовал кольцо мечты для Хайди, а затем отправился на поиски нужных камней. Он не просто сходил в магазин. Он знал, что ее любимый цвет – зеленый, поэтому искал идеальный зеленый камень – александрит. А затем нашел идеальные бриллианты, чтобы подчеркнуть его. Ленни поделилась, что прежде чем сделать предложение, Том спросил разрешения у всех детей. Он попросил разрешения у нас всех. На Рождество мы принесли им завтрак в постель, он взял кольцо, и тут мы все занервничали, когда мама начала колебаться. Модель затем добавила, что сделала это специально, чтобы создать больше интриги. В феврале 2019-го Хайди и Том официально связали себя узами брака, а в августе сыграли вторую свадьбу, устроив вечеринку для семьи и друзей. И тут на каждом интервью ей начали задавать одни и те же вопросы. Каково это снова выйти замуж? И каково встречаться с мужчиной, который младше нее на 16 лет? Это было так красиво, и это было лучшее время. Мы были в Италии 3 недели. Хотелось бы, чтобы у нас было больше гостей, но нам не удалось вместить всех. Это было волшебное время. Мы с Томом очень похожи, он действительно готов на все. Он наслаждается жизнью, и он очень великодушный. Знаете, я наконец-то нашла свою вторую половинку. Но после этого чудесного события все чаще и чаще другие люди стали напоминать мне о моем возрасте. Мой муж на много лет моложе меня, и многие задаются этим вопросом. Им интересно, как это? Это первый раз в моей жизни, когда цифры кидают мне в лицо. И я должна постоять за себя. Вы должны просто жить счастливую жизнь, не беспокоясь о том, что думают люди. Потому что от волнения у вас появится только больше морщин. Да, мне 50, а не 20. Я не молодая девушка, которая еще ничего не испытала и не имеет представления о жизни. Время для меня не стоит на месте, и Том никогда меня не догонит. Я всегда буду на 16 лет старше, и я осознаю это. Я знаю, что буду выглядеть старше. Может быть, через 10 лет это станет для меня проблемой. Может быть, тогда ему это не понравится. Через 20 лет мне будет 70. Обычно я планирую будущее, но с мужем я живу здесь и сейчас. Я думаю, что зачастую это просто злоба. Возможно, многие также думают, что мне слишком повезло в жизни. У меня отличная работа, я могу путешествовать по миру, могу покупать дорогие вещи. И вот теперь у меня появился такой замечательный человек. Может быть, люди завидуют мне. В наши дни люди осторожны в том, что они говорят, но только не в обсуждении возраста. Его люди продолжают критиковать. И я добавлю еще лишь одно. Когда мы закрываем нашу дверь и когда мы дома, это наше время. Это наша личная жизнь, в которую постоянно хотят влезть. Мы каждый день видим, как кто-то влюбляется, но в итоге из этого не получается ничего хорошего. Поэтому я благодарна за то, что у нас все хорошо. Он ладит с моими детьми, а они ладят с ним. Я все еще верю в любовь и брак, даже несмотря на то, что ошибалась. Полагаю, я не очень разборчива в этом, но я нашла прекрасного человека, так что время покажет. Поделилась Хайди. В октябре 2019-го Клум подала необходимые документы, чтобы официально стать миссис Каулиц. В марте 2020-го, после того, как в 2018-м Хайди и Тим Ганн покинули проект «Подиум», они решили запустить свое новое шоу под названием «Making the Cut». Причиной ухода Хайди и Тима с проекта «Подиум» стал неожиданный анонс о том, что шоу возвращается к телеканалу «Браво», где шел его показ в течение 5 лет.
То, что могло показаться хорошей новостью, на самом деле застало всех врасплох. На следующий день съемки остановились и стали обсуждаться новые контракты. Я был в Лонг-Айленд-Сити, смотрел на мастерскую для проекта, которая была уже почти закончена. Расставлена мебель и освещение. Мы даже подписали контракт с дизайнерами. Но канал отказался от своих обязательств. Я чувствовал себя ужасно из-за этого. Поделился Ган. Возвращение на телеканал «Браво» заставило Клум задуматься о дальнейшей судьбе шоу, которое она называла своим первым телевизионным ребенком. Разозлившись на предложенный контракт, она пожелала им удачи и спрыгнула с корабля. Ган охотно последовал за ней, а дальше присоединились исполнительный продюсер и 15 членов команды. Для своего нового шоу они полностью пересмотрели условия. Конечно, реалити-шоу всегда обещают славу. Ты станешь топ-моделью, лучшим шеф-поваром, певцом, американским кумиром. Однако в действительности немногие могут стать известными. За все сезоны проекта «Подиум» успеха удалось добиться лишь Кристиану Сирано. Сейчас же мы просто хотим создать реальный бренд, который в дальнейшем будет процветать. Поделилась Хайди. Одно из главных отличий проекта «Подиум» заключалось в том, что он стремился к ограничениям. Дизайнеры должны были проявить свою креативность при ограниченном бюджете. Как учителю мне нравился этот аспект, но Making the Cut о другом. Мы хотим представить все возможности и ресурсы, которые могут помочь достичь успеха. И тогда все зависит только от участников, добавил Тим. Премьера первого эпизода состоялась 27 марта и вышло уже 3 сезона шоу. В июне 2020-го в жизни Хайди началась череда скандалов. Сначала ее затравили в социальных сетях за использование хэштега All Lives Matter вместо Black Lives Matter. У себя в Твиттере Хайди опубликовала снимок нескольких рук друг над другом, подписав «Единство в разнообразии» с использованием хэштега All Lives Matter. Сразу после этого многие пользователи стали писать негативные высказывания в сторону Клум, из-за чего она решила удалить данный твит. Затем она заново опубликовала его, добавив хэштег Love. Одному пользователю модель написала, что это ее старший сын захотел, чтобы она поставила хэштег All Lives Matter. После этого комментария люди еще больше разозлились на Хайди, так как они стали считать, что Клум решила обвинить в этом своего сына, а не саму себя, и то, что она плохо воспитала своих детей. Да и сама она не особо умная. В итоге Хайди просто закрыла комментарии у себя под постами. А в августе появился тот самый список с именами звезд, которые посещали скандальный остров Джеффри Эпштейна, которого обвинили в организации проституции и торговли людьми, среди которых оказалось и имя Хайди. Адвокат Клум опубликовала заявление в ее защиту, написав: «Любая ссылка на Хайди Клум в связи с Джеффри Эпштейном является абсолютно ложной». Имя и инициалы Хайди Клум отсутствовали во всех полетных журналах, которые были выпущены. В списке есть много известных людей, но госпожа Клум не одна из них. Объяснение простое. Она никогда не была ни на одном из самолетов мистера Эпштейна. И это потому, что она не знала мистера Эпштейна и никогда не была на его острове. Сама Хайди добавила: «Я смотрела новости и увидела, что меня по ошибке назвали пассажиром одного из рейсов мистера Эпштейна. Я не знала его и поэтому никогда не была на его самолетах, в его домах или на его острове. Я говорю так, потому что не хочу, чтобы меня ложно ассоциировали с мистером Эпштейном и ужасной историей вокруг него. Я стою рядом с жертвами, которые так храбро заявили о себе. И тоже хочу, чтобы правда вышла наружу и чтобы справедливость восторжествовала». В июне 2021-го модель поддержала ребрендинг Victoria's Secret, который взял курс на большую инклюзивность. Самое время – это все, что я могу сказать. Рада, что Victoria's Secret понимают, что существует множество разных людей с разными фигурами, которые тоже хотят носить красивые вещи. Я очень рада видеть перемены, но признаю, что я обожала быть ангелом. Это было самое лучшее время. Я чувствовала себя частью семьи. Я работала с Тайрой, Жизель, Алессандрой, Адрианой. Они все еще мои друзья. Мы путешествовали по миру и вместе делали так много забавных вещей. Поделилась Клум. В июле 2022-го Hulu выпустили документальный мини-сериал «Victoria's Secret. Ангелы и демоны», продюсеры которого направили Хайди приглашение принять участие в съемках, от чего она сразу отказалась. Они спросили меня, хочу ли я быть частью этого. И я подумала, если вы ищете негативную историю, то обратились не по адресу. Это было прекрасное время, заявила модель. В январе 2022-го Хайди вновь попробовала себя в роли певицы, выпустив дебютный сингл «Chai Tea with Heidi», который записала совместно с Snoop Dogg'ом.
В октябре 2022 Клум снова подверглась критике в соцсетях за рекламную кампанию Intimissimi, в которой приняла участие ее дочь Лени. Рекламу сочли чересчур откровенной, а также странной и тревожной. Многие осудили Хайди за сексуализацию дочери. Некоторые также назвали неуместным, что Лени демонстрирует нижнее белье вместе со своей мамой. Однако сама Лени заявила, что ей понравилось работать в этом проекте, и из-за нахлынувшего негатива ее мнение не изменилось. Хайди в свою очередь добавила, что гордится своей дочерью и позволила ей начать работать моделью, когда она стала достаточно взрослой. А не тогда, когда Лени, насмотревшись на нее, тоже захотела встать перед камерой. Она приходит на съемочную площадку и смотрит не только на то, что делаю я, но и то, что делают другие люди на телевидении. Я думаю, ей очень интересно. Когда ты в таком возрасте, ты пытаешься понять, кто ты, кем ты хочешь быть, и побольше узнать о разных профессиях. Она действительно хочет делать то, что делаю я. Кто знает, может быть, через 5 лет, когда я больше не буду вести шоу, Лени станет ведущей Germany's Next Top Model вместо меня. Она уже достаточно взрослая, так что я подумала, что если она хочет стать моделью, то может начать свой путь сейчас. Лени же поделилась, что ее путь в мир моды был лишь вопросом времени. Я всегда хотела быть моделью, и это был лишь вопрос времени. Первое предложение поступило, когда мне было 12, от бренда, который я тогда любила носить. Я умоляла маму, но все было тщетно. Теперь я понимаю, что это было бы слишком рано. Мои родители знамениты, и я признаю, что мне действительно помогли начать. И я знаю, что люди мечтали бы начать с того, что у меня было. Я так благодарна, что смогла принять то, что дала мне моя мама. Теперь я работаю одна, путешествую одна. Мы с мамой просто одинаково любим одно и то же. Поделилась Лени. В сентябре 2023-го Хайди вновь подверглась критике после того, как в сети появилась информация о том, что для поддержания своей фигуры она позволяет себе всего 900 калорий в день. Клум сразу же опровергла эту информацию, сказав, что сообщение о том, что она считает свои калории – чушь. Добавив: «Друзья начали мне слать статьи, в которых говорится, что я могу позволить себе лишь 900 калорий в день. Я хочу сказать, что мне никогда в жизни не приходилось считать калории. Друг спросил меня, сколько я вешу, и я встала на весы и показала свой вес. И люди просто смешали все это в кучу и написали гору чуши, придумав целую историю. Диета на 900 калорий вредна для здоровья. Это очень грустно, потому что люди читают это и думают, что это нормально, и начинают слепо следовать всему, что сказано». Также модель раскритиковали за ее обнаженные фото, которыми она часто делится у себя в Instagram, снова напомнив ей о ее возрасте. И Хайди снова дала всем отпор. «Я нудистка. Я выросла, ходя на нудистские пляжи со своими родителями. У меня вообще нет проблем с наготой. Я свободна. Когда я иду на пляж, и он находится в очень отдаленном месте, где не так много людей, я хожу топлес. Меня это не смущает. Каждый должен делать то, что хочет. Пусть ваши чулки выглядывают из-под платья, когда вы обедаете. Пусть все видят ваши соски. Я не думаю, что это вульгарно. Я чувствую себя комфортно, и меня не волнует, если кто-то увидит мои соски. Видеть соски – это нормально. Мне постоянно говорят: тебе уже 50, может быть, хватит? Но ведь в мире много женщин, кому 50, 60, 70. У нас что, есть срок годности? Мы по-прежнему можем чувствовать себя сексуальными. Почему женщины постарше тоже не могут быть частью рекламных кампаний? Поэтому я продолжаю сниматься. Я буду этим заниматься, пока у меня есть силы. Я все так же хожу в клубы, люблю танцевать. Мои дети уже выросли, так что у меня появилось намного больше свободного времени», заявила модель. В январе 2024-го Клум выпустила еще один сингл, которым стал кавер песни Кори Харта 1984 года «Sunglasses at Night», и где продюсером выступил диджей Тиесто. Хайди стала ярким примером того, что, несмотря на всю критику и недовольство других, любой может добиться успеха. Она стала одной из самых востребованных супермоделей, телеведущей и бизнесвумен. И не собирается сбавлять обороты, появляясь в новых рекламных кампаниях, украшая обложки журналов и просто покоряя всех своим позитивом и обаятельностью. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите в комментариях, как вы относитесь к Хайди. Подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите. А мы пошли работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.